От Нью-Йорка и до Токио любой маломальски образованный человек сможет найти на глобусе Испанию. Несколько меньшее число людей сможет сразу же отыскать небольшой городок Сантильяна-дель-Мар, провинции Кантабрия, и уже совсем избранный круг сможет рассказать хоть что-нибудь о пещере Альтамира, где еще в 19 веке были обнаружены полихромные рисунки, запечатленные на сводах уверенной и сильной рукой первобытного человека. Сам я лично бывал в этой пещере дважды. Я рассказываю это не для того, чтобы поделиться впечатлениями от поездки или захватывающей дух истории, как я прикоснулся к живописи времен неолита. Нет. Я хочу рассказать вам о документальных, повторяю, документальных сведениях, которые раскрывают суть намного шире, чем она демонстрируется зевакам и туристам из разных стран. Не стану хвастаться, но ощущение того, что я почерпнул в секретных документах и протоколах археологических исследований пещеры Альтамира, преследовали меня еще при первом посещении в качестве гипотезы. Всем привет, меня зовут Стрэндж, и я верю, что люди должны знать правду. Итак, я приступаю. Повторяю, это не вымысел и не художественная проза. Отдельно я приведу выдержки из секретных документов, которые в настоящее время являются достоянием общественности, но при этом упорно оспариваются, критикуются и подвергаются клевете. Те, кто знает факты, стараются упорно высмеять их, сделать гротескными, подчиняясь простому правилу: хочешь скрыть правду, преврати ее в вымысел. 25-летняя белокурая, что было редкостью для здешних мест, Ильена Эрнандес остановила открытый пикап возле палаточного городка, который убористо раскинулся в 20 километрах от Сантильяна-дель-Мар, заглушила мотор и вылезла наружу. Подтянулась, все-таки вроде и ехала недолго, а вымоталась. Водить машину — это совершенно не ее. Подошла к самой большой палатке и откинула полог. За столом сидело двое мужчин и женщина. «Ильена, привет!» Первой за стола поднялась женщина. «Наконец-то!» «Привет, Мартина!» Девушка обняла свою знакомую и кивнула двум мужчинам, которые продолжали невозмутимо курить и пить кофе. «Что тут у вас?» Я примчалась сразу, как прослушала автоответчик. Ильена прошла вперед и протянула руку одновременно двум мужчинам. «Позвольте представиться. Ильена Эрнандес, палеонтолог, университет в Валенсии». Оба мужчины привстали и по очереди пожали руку девушки. Первый оказался бывшим военным армии США, который приехал навестить родственника, служившего на базе НАТО в Торехан-де-Ардес. Его звали Рональдо, как про себя его окрестила Ильена. Второго звали Эрнесто, он был уроженцем Мадрида, археолог. Мартина и Эрнесто были знакомы давно и неоднократно участвовали в совместных археологических раскопках. Компания тривиальная, за исключением Рональдо. Два археолога и палеонтолог. «А кто в остальных палатках?» Ильена взяла кофеварку и подыскивала освободившийся стакан. Эрнесто всполоснул кружку, налив в нее немного воды из чайника и протянул ее Ильене. «Никого. Все направились к самой Альтамире. Раскопки здесь считаются тупиковыми, практически ничего не найдено. Культурный слой слабый, думали, нарвались на стоянку, но оказались остаточные следы кочевья Homo erectus». Ильена нахмурилась. «И все?» Мартин и Эрнесто переглянулись, перейдя с английского на испанский, чтобы их могла понять только Ильена. «Нет, еще кое-что. Вечером возьми фонарик, покажем на месте. Раскопка прикрыта, но, поверь на слово, это будет сенсацией. Пока что не знаем, как это все представить. Глубина около 36 метров. Раскопки производились в распадке». «В каком? Номер?» Мартина с опаской посмотрела на Рональдо, который пил кофе и деликатно улыбался, слушая незнакомую речь. «Номер не присваивали, это еще не археологический памятник. Тебе же говорят, мы еще ничего не заявляли». Рональд поставил кружку на стол и на чисто испанском языке обратился к Мартине, Эрнесту и Ильене. Путем оперативной разработки мной были получены сведения, надлежащие к проверке и последующему анализу. Первоначальные сведения получены от завсегдатая археологического объединения «Наследие Альтаиры». В дальнейшем, в качестве энтузиаста, я самостоятельно отправился к месту перспективных раскопок. В настоящее время район оцеплен, ведутся секретные разработки под эгидой вооруженных сил и исследовательской миссии США.
При оцеплении места раскопок подразделениями армии конституционной монархии Испании была предпринята попытка разоружить 3-е и 4-е отделение штурмового корпуса морской пехоты. Силы содействия объединенной группировки НАТО на территории Испании. Попытка блокирована. Участники, премьер-сержант и 3 рядовых арестованы и в последующем ликвидированы. Тела уничтожены, опознание невозможно. Мартин и Эрнесто оторопело смотрели на Рональда, который незаметно вынул из нагрудного кармана пакетик с остатками белого вещества. Ильена судорожно сделала глоток из чашки с кофе. «Не нужно волноваться, друзья мои, вы просто уснете, а проснетесь уже в раю. Мартин и Эрнесто вы уже, наверное, чувствуете, да, приливы сонливости?» Рональд улыбался, наблюдая, как 2 женщин, Мартину и Ильену, охватывают судороги. Эрнесто в последнем порыве попытался кинуться на Рональда, но тот увернулся и ударил парня по голове. Все было кончено. Через час к палаточному городку 3 точками в небе приближались военные вертолеты. На 2 из них были солдаты, 18 человек, из них 4 представители местных вооруженных сил. На 3-м вертолете летела археологическая команда, которая сутки назад была переброшена из США через Берлин. Рональд Виняр, специальный агент исследовательского бюро, можно сказать случайно, оказался на месте раскопок в 20 километрах от Альтамиры. Поверил одному подгулявшему служаке в баре при посольстве. Тот божился, что его брат Эрнесто, геолог от бога, обнаружил нечто не поддающееся описанию всего в 20 километрах от той самой пещеры, где первобытные рисовали на стенах. Рональд заинтересовался, проявил расположение, и тогда служака, доверительно приблизившись, шепнул на ухо спецагента. «Инопланетяне, инопланетяне там, понимаешь?» И тут же предложил выпить за правительство Испании и президента США. Вертолеты приземлились на сравнительно ровную площадку между 2 отрогов. Из кабины, отодвинув боковую полусферу, бойко выпрыгнул невысокий, коренастый и короткорукий капитан сил специальных операций. Рональд ждал его. «Приветствую, сэр. Вы как раз вовремя. Территория зачищена». Капитан посмотрел на худощавого спецагента и хмыкнул. «Хорошо. Ты, наверное, выдержал контактный бой с десятком разъяренных гамадрил из Национального полицейского корпуса Испании, ну или опять списал о девственности пару-тройку червявеньких сеньориточек». Спецагент улыбнулся и крепко пожал протянутую руку капитана. «Ну, ты же знаешь, Уильям, не рожденный для этого. Это ваше дело махать ножами и прославлять матушку морскую пехоту. Моя работа другая». «Сколько тел?» 3, 2 бабы и мужик. Распорядись, чтобы их утилизировали. Испанцы с вами есть?» Капитан оглянулся на вертолеты. «Да, 4. Проследи, чтобы вынос тела прошел без них. Зачем ты их взял?» Капитан сплюнул, включил портативную рацию и вполголоса отдал распоряжение. Дождался ответа и убрал рацию в карман форменных брюк. «Их придурок, начальник авиабазы в Торринхон-де-Ардос, настоял. Они что-то типа нашего специального пропуска на беспрепятственное перемещение». Спецагент достал пачку сигарет и предложил капитану. Тот взял и прикурил. Докатились. Ладно, черт с ними. Наши люди полностью проинструктированы. Что тут у тебя на месте? Из специального доклада капитана сил специальных операций УБ Каттинга. В процессе обследования местности и археологической штольни были обнаружены окаменелые остатки 3 гуманоидоподобных существ, далее гиганты. Привожу подробное описание. Гуманоиды расположены в лежачем положении на дне квадратной штольни. Вполне возможно захоронение. Рост 4 метра 23 сантиметра, среднее значение. Окаменелости демонстрируют рисунок одежды, ребристые комбинезоны, разделенные на сегменты, черепа, кости кистей рук. Отчетливо вырисовываются фаланги пальцев, шестипалые. Возраст будет определен при микромолекулярном и радиоизотопном исследовании. В настоящее время ведется подготовка для извлечения окаменелостей и их транспортировка в биологическую лабораторию на территории США. Утечка информации устранена. Через сторонние каналы проверяется информация о параллельных разработках аналогичных случаев и находок испанской стороной. Запланированы последующие геологические разработки и исследования пещеры Альтамира.
Найденное захоронение гуманоидоподобных существ дает возможность сделать вывод о том, что Альтамира является окаменевшим фрагментом космического корабля, потерпевшего крушение в эпоху неолита или ранее. До слуха спецагента Рональда Виняра и капитана ССО Уильяма Каттинга донеслись хлопки близкой стрельбы. Сначала одиночные пистолетные выстрелы, потом серии из АП-15. Капитан и агент пригнулись возле палатки, переглянулись. Стрельба возобновилась. Говорила уже испанская полуавтоматическая Кетме в унисон матершине на английском, которая перемежалась грязными выражениями на испанском. Вдруг все затихло. Капитан вытащил рацию. Бойзен, что у вас там? Прием!» Из радиопомех прозвучал голос, опутанный паутиной эфира. «Премьер-сержант дал команду своим людям разоружить оба наших подразделения». «Что?» «Они увидели трупы археологов. Прием!» Спецагент Рональд хищно и презрительно хохотнул. Капитан махнул на него рукой. «Рано, вашу мать, я же приказал! Сейчас же ко мне!» Бойзен явился через несколько минут и сразу же получил в рыло от капитана. «Я же приказал испанцев сразу в оцепление, тело вынести скрытно и утилизировать! Наши потери!» Бойзен поправил каску и стоял, протирая припухшую щеку. «Один человек, рядовой Йенсен, ранен в грудь. Оказывает первую помощь». Капитан закрыл глаза, потом медленно их открыл. В них плескалась ярость и решительность. «Ясно». Через 15 минут двое археологов, Мартина и Эрнеста, один палеонтолог Ильена, 4 испанских военных и 1 американский рядовой Йенсен были скинуты в повалку, в братскую могилу глубиной 2-3 метра где-то так. 2 чернокожих солдат заливали яму соляркой. Трупы были обезображены огнем и закопаны. Группа археологов начала подготовительные работы, обновляя раскопки, проводя новые шурфы и выделяя окаменелости гуманоидов-великанов от скальной породы. Выставленное оцепление обеспечило охрану, распоряжался всем капитан ССО У. Каттинг. Первобытные люди преклонялись им и сразу признавали в них могущественных богов. Сейчас их было 9. Они столпились вокруг ямы, в которую в ряд были уложены 3 таких же великанов. Что-то пошло не так, и они погибли. Оказывается, боги тоже смертны. Первобытные люди сгрудились кучей возле сводов сферического космического корабля. Казалось, великаны не обращают на них никакого внимания. Может быть, грустят о чем-то, сожалеют. Может быть, вынашивают планы мести. Ведь те 3 погибших были убиты именно ими, первобытными людьми. Они умело заманили их в ловушку в скалах и забили камнями. Мясо великанов оказалось невкусным, жестким и волокнистым. Но люди знали, если съесть мясо великанов, изжаренное на углях, то их сила растворится в крови, придаст силы жилам и костям, сделает их такими же бесстрашными великанами-богами. 9 оставшихся великанов погрузились в продолговатый челнок, который бесшумно поднялся над землей, завис на несколько мгновений, а затем с запредельной скоростью унесся в небеса. Сферический корабль остался на земле. Для того, чтобы остаться загадкой для первобытных людей, а затем уже окаменеть за многие сотни тысяч лет и стать загадкой для людей современных. Корабль окаменел и, естественно, встроился в каменную гряду, став одной из многих пещер, стены которой были украшены наскальной живописью времен неолита. Если вы думаете, что это не доказательство существования инопланетян, то вы правы. Доказательств намного больше, и на нашем канале мы раскроем все тайны и доказательства их присутствия. Подписывайтесь на канал и высылайте мне на почту свои истории, связанные с пришельцами. Контакты вы найдете в разделе о канале. Если я вам не ответил, значит я еще проверяю вас, ведь специальные службы всех стран объявили охоту на меня. Но вместе мы заставим власти раскрыть всю имеющуюся у них информацию, ведь люди должны знать правду.